Причем мы легли спать. Заплатили 100 рублей на стоянке опять. И завтра поедем по-другому. Пока. Как обиженка, да? Доброе утро всем, ребята. А когда кто-нибудь перелазил с заднего сиденья на переднее сиденье? Среди ночи нет, а мы перелазили, потому что здесь бегает какая-то бешеная собака. Вы видели, как Каролина? Она такая вылезла, я пошла там, типа, в туалет схожу, туда-сюда. Здесь собака! Мои тапки сначала мне в лицо прилетели, потом она залетела. Это капец, какие собака реально там бегает. Охранника ее выгнала, потом она охранника выгнала. И, короче, это... И мы вот так вот перелезли, машину завели, и сейчас поедем дальше. Вот так переночевали в машине, все окей. Поспали сколько мы? 4 часа? 5 уже, да? 4,5. 4,5 часа, сейчас 2 часа уже. Голубицкая выбиваем, не знаю, за сегодня успеем, не успеем, дай пофиг. Также показывает 2 часов ехать. Сейчас заправку ищем. Вот. Ну все, мы погнали. Ну, на Пензу. Вчера я размышлял все-таки, как ехать. Посмотрел, через М4 гораздо быстрее. И есть ли смысл через Илань, через деревню идти ехать, я даже и как-то сомневаюсь. Потому что он ведет потом на Михайловка, Серафимович. Этот участок дороги мы в том году ездили, а он не очень был. Я думаю, в этом году его не починили. Другое дело, если выезжать на трассу до Волгограда из Москвы, по-моему, там доехать до типа Морозовска или до куда, ну короче ближе к делу посмотрим, и уже часть М4 скостить, либо по М4 самый быстрый показывает. Так, на заправку Башнефть умылись, в туалет сходили и погнали дальше, как говорится. Пока темно, время 2 с лишним часа. Хотели, говорит, на час меньше поспать, но в итоге будильники переводили и поспали больше. Ну ладно, выспались зато. Это главное. В М5 там свернули, сразу возле заправки едем на Пензу, получается. Ну и там дальше на Богучар, на М4. Ну, посмотрим там. По обстановке время будет, не будет увеличиваться там, потому что ремонт есть на М4. Если что, там есть еще обход. Ну там подольше, да, по километражу, конечно. По этой дороге сейчас едем, и тут всякие стояночки, гостиницы есть. Вот там фуры спали, мы видели, да? Искать не надо, в принципе, если знать. Впереди какие-то тучки. Как раз мы на них едем, пойдем, в дожди попадем. Короче, если через Илань ехать, то почему-то показывает на 120 километров больше. Казалось, меньше должно быть. Ну и 2 часа прибавляет сразу. Так, камера на 60 ИСа. Всем привет отсюда. В общем, мы, кстати, не завтракали, потому что, видите, по времени плотничок посмотрим, потом, может, по пути перехватим. Но мы, знаете, как мечтаем завтракать клубничкой бы с черешенкой. Это было бы хороший завтрак. А если еще клубнички, сметанки купить, наверное, шикарно. Это пока мечты. Надеюсь, где-то встретиться. Тут же она уже выросла. Как-никак июнь, правда 4 июня, но все равно уже должна быть. Тучи немного отвернули. Вчера легли спать, я даже ничего не монтировал, телефон переполнен. Надеюсь, переедем на море, там буду потихоньку монтировать, поэтому и ничего не выкладываю. Как-то времени вообще не хватает ни на что. Уварова. Всем привет отсюда. Кстати, рассказывайте, ребят, делают клубнику с черешней продают. Правда, толку, да, рассказывать, когда я прочитаю, это уже будучи, скорее всего, в Ейске. Так, кафешка есть. Камеры. Вроде с горки ешь газ и нажимаешь, машинка-то разгоняется. Там камера на
60. Все, теперь мы друг друга видим. Кто-то, правда, спит, но это ладно. Местные спят. Светленько стало, но единственное, видите, тучки. Заволокли все. Похоже, в дождик пойдем. Сейчас чуть подальше будем смотреть. На каком-нибудь перекрестке остановлюсь, буду смотреть все-таки как через Елань, либо все-таки на М4. По факту. Потому что если с М4 там пробка будет нарастать на ремонте, то может есть смысл объехать, но это там по факту буду смотреть. Пока едем. Дорога пустая, дорога по качеству хорошая. Едем вообще нормально. Скоро, я думаю, где-то Пенза должна быть. Виды красивые, птички летают, мошки и всякие насекомые в стекло врезаются и нифига не отмываются. Хотя я с фейри, но это ладно, у них, видимо, иммунитет уже на фейри. Время 3:43 местного, дорога пустая. Я вот подумал, домой когда приеду, вот прям подробно разберу весь маршрут на карте с вами, как мы ехали на юг, с юга, все разберем. И солнце, смотрите, какое красное стоит, красное. Чуть попозже будет вообще красота. И первый сегодня дождик попался. Магазинчики, гостинички, заправка какая-то. Роснефть, что ли, это, не пойму. Перекресток крупный. Пенза у нас сбоку осталась. Мы объехали. Поедем на Ртищево и на Балашево. Да, Яндекс вроде так и повел. Так, направо будем сейчас поворачивать. Это на Сердобск. Светофор. Река Пензятка. Я просто думаю, кто-то из вас же по-любому будет смотреть и себе на карте отмечать, чтобы понимать, где я еду. Там что-то какая-то такая плохая дорога тут началась. Но именно вот в низинках, когда в низинку уезжаешь, потом, когда наверх заезжаешь, она более-менее опять становится. Как сейчас, примерно. Надеждину привет. Тут фермы. Камера также. На 60. Но пока клубнички что-то не видно. Хочется клубнички. Блин, у меня, знаете, какое-то желание холодного густого кефира и клубнику. Ягода клубника — это не моя любимая ягода. У меня вишня любимая. Черешня. Но охота кефирчика и клубника, я не знаю почему. Что-то не хватает в организме, видимо. Приезжаем в Кулышлей. Всем привет отсюда. Тут есть заправка, кафешка. Гостиниц пока не видел. Связь хорошо. Блин, погода, конечно, что-то печалька. Хочется получше. Так, что там по бензину у них? Ну, заправка для меня, наверное, неизвестная. 92, 46, 30, 95, 50 ровно. Так, Роснефть 48, 30 и 50, 45, то есть 92, 95 соответственно. Плохо видишь, что лужи скапливаются и машина там подкидывает иногда. Ну ладно, домики симпатичные. Много квартир. Там клубника наверняка на грядке, или ее собрали уже, не знаю. А вон кусты или черешни. Не, ну мы должны где-то на рынке попасть по-любому. Мы в ту сторону едем. Интересно, что
просвет только слева и сзади. Людям хорошо, им огородики польют, а мы-то с собой огородик-то не притащили. Как? Сущевка. Привет всем отсюда. Слушайте, в дождик тут, конечно, не очень ехать. В плане того, что лужи такие, что тут прям машину тормозит конкретно. Но туча вроде небольшая, должна скоро закончиться. Вот, кстати, как раз Сердобский район. Где Сердобский, да, заканчивается? А, еще идет там? Ну, скоро должно закончиться. Ну, хоть машинку от какашек отмыло. Тоже нормально. Тоже полезно. Блин, а люди многие вот едут 120-130, и им пофиг на лучше. Да, дожди тут знатные. Вау. Кстати, дно можно помыть после зимы-то. Ну, хотя уже лето, но помыть после зимы смешно звучит. Да. Это ладно. Думаем, как клубнику-то искать? Наверное, надо в деревне. Населенные пункты, там рынки, наверное, искать бабушку. Ну, сейчас-то рано еще. И в такую погоду бабушки что? Делать нечего, что ли. Погода начинает успокаиваться. Зеленый дол. Мы его даже, наверное, не видим, он за лесом тут. Маленький. Да. Надо покрупнее населенный пункт. Да и рано еще, наверное, часа через 2-3 только можно искать что-нибудь. А нет, вот домики есть тут. Я думаю, по-любому где-нибудь в населенных пунктах есть рыночки с бабушками, которые клубничку-то выращивают. Пензенская область мы сейчас находимся. Ехали в Сердобск. Так, в Сердобске, значит, есть у нас Лукойл. Сейчас на нем, наверное, заправлюсь. Потому что до ближайшего Газпрома, как до Китая, еще на 700 километров. Бензин, конечно, тут на дешевский. 52,90. Ну да, я заправлюсь литров 20. В общем, купили кофе, заправились 30 литров 95-го экта. Спросили у женщины, а где клубника-то? Она говорит, пока из Краснодара везут, Пензенская область еще не выросла своя, но уже подходит, говорит. Про черешню забыл спросить, ну ладно. В общем, поехали дальше к Краснодарскому краю. Там уже по-любому придется объедаться. Кофе лукойловское я ни разу не пробовал. Я на Газпроме обычно пил, поэтому сейчас попробуем. Ты пробовал уже, нет? Кофе мы без сахара пьем. Так, горячий пускай тут остывает. Мне сильно горячий тоже не надо. Вот это тут красиво. Так, ладно, едем дальше. Вроде светлеет. И это хорошо. Куда-то налево. Что-то я табличку даже не увидел. Куда это? Кофе как кофе, Ралина говорит. А пахнет почему-то дошираком. Не знаю, мне вот запах доширак. Свернули мы на Октябрьское. Да. Погнали. Опять лес какой-то интересный. Ну давай, дождик заканчивайся, уже надоело реально. Я полоснул нас прилично. Я полоснул и заморал, короче. От одного помыл, другим заморал. Это у нас за речка такая. Табличка не было. Таблички не было. Ну, таблички не было.
Да, спасибо. В лицо прям сказать, да что сказать. На Газпроме мне кофе больше нравится. Оно горчит прям так, ну, горькое-горькое такое. Мне это нравится, мы без сахара пьем. Здесь нету горечи, здесь как-то кажется, как будто что-то она водянистая. Что такое? Водоем, что ли? Точно водоем. Ух ты, блин, а тут-то дыры. Вроде хорошая дорога была. Ну вот, в общем, цены-то такие же, но, видимо, машинка, что ли, поинтереснее на Газпромнефти. Либо вкусы у всех разные просто. Возможно, это на черное поле. Так, куда-то сейчас налево. Табличка есть. Какие-то маленькие таблички тут пошли. Смотри. Ртищево и Соколовка налево. Или вроде дорога нормальная. Кстати, голода у меня вообще нет. У меня, видимо, режим путешественника включен. А путешественники обычно не пузатые. Поэтому ты есть поди хочешь? Нет? Ну ладно. Самое, что интересно, нет. Ну вот, я и говорю, режим путешественника включен. Заехали в Октябрьское. Ралина правильно говорит, что она во всех регионах России, по-моему, такой населенный пункт есть. Ну, с таким названием. Тут сразу таким говнишком запахло, чувствуешь? Тут вообще ферм куча, я заметил. Вот Ралина пока спала, мы там проехали. В каждом населенном пункте какая-то ферма. И везде запашки такие. А где-то мы проезжали, там, видимо, перерабатывающая ферма была. Либо каша, либо что делать, я не знаю. Но пахло прям какой-то кашей. И стоял этот заводик, он дымил. Интересно очень. Но это еще при темноте было. Сельхозтехника стоит. Водоем, канал вроде что. Ну как канал. Там уже рыбаки, что ли? Аж 5 машин. Рыбаки там уже? Ну, Рыбачи, значит. А, ну вон, видишь, да. 4 машины. С утра пораньше, чего бы и нет. Дорога так, ух ты, блин. Кофе держим. Что-то подпортилась дорога возле фермы. Рыбаки поди вытоптали, а? Чтоб никто сюда не ездил. Вначале дорога как бы плоховастенькая была, сейчас более-менее нормальная стала. Ну, птички уже дежурят, ждут мошечек. Заехали в Саратовскую область. Песчанка. Всем привет. Рапс. Нет, не рапс. А, ну вот, кстати, да, может они, это, вот это может рапс, как поле. Сейчас желтое видели, но это не подсолнух, да? Рапс, подсолнухом рано. И еще есть. Горчица. Нет. Желтые цветочки еще есть, из которого масло делают. В советское время делали. Вот топ-10 растений производства. Нажми, посмотрим. Можно, конечно, остановиться, сфоткать его. Ага. Оно как сорняк считается. Но культура. Встречается на паровых полях, пустырях, садах, огородах. Короче, рыжик. Во. А теперь это введи просто, ну, чтобы картинку посмотреть в Яндексе, рыжик. Рыжиковое масло делает. Даже продают. Да, вот она. Которая на обочине, это мы видим постоянно. Сейчас дождик снова попадем. Туча новая. Так, на трассу Р-207 поворачиваем. На Ртищево. Еще всем привет. Там мостик прям разрушенький чуть-чуть. Блин, там новости по радио были.
Мы в низину съехали, радио пропало. Ну, тут уже асфальт подсол даже маленький. Но все равно все затянуто. Пока еще. Бабулечка, она. Так, это что у них? Победа. А, это магазин типа светофора. Победа, прям, конечно. Улей. Кафе. Спят еще. Хотя время-то 7 часов уже. Так, топ. Воскресенье. А, воскресенье сегодня? Да. А, точно, 4 июня, воскресенье. Это магнит и пятерочка у них есть. Аптека. Апрель. Тут вокзал какой-то, железка. Фига, тут станция-то крупная вообще. Дорога у мостика только не очень. Ой. Да, в населенных пунктах тут что-то вообще с дорогой беда. Да ладно, что, школа такая, смотри, школа показана. Старенькая, ну. По указателю едем на Балашева, на Тамбов. Тут и на Саратов табличка. Ну понятно, Саратов в другую сторону идет. Поступаем дорогу. Поворачиваем. Так, большой населенный пункт. Едем. Пятиэтажечки. Или 6. 5. Заправки ТНК 92-40. Не знаю сколько. 50, 95, 95. Повернули на Советское. Улица, тут чуть дорожка ухудшилась. Все, Ртищево выезжаем. А, ну вот, наверное, новый асфальт. Опа, заезжаем. Оп. Нормально заехали. Шило Голицыно. Привет всем отсюда. Резкий поворот. Блин, было бы сейчас солнце, было бы тут красиво. Красивее. Ограничение 40. Газовая заправка 24,70. Пропан. 10 градусов на улице, вообще прям южная погода у нас все. Вот Саратов налево, Тамбов направо, мы на Балашов, на юг. Все-таки, знаете, через деревню ехать, это вот, если хотите быстрее, то это через трассы надо гонять. В любом случае. Через деревни это долго. Населенные пункты, ограничения и так далее. От этого никуда не деться. Оп. Стоп. Что там, никого? Справа. Чисто, поехали. Но, конечно, здесь спокойнее. Если никуда не торопится, то, конечно, проще. Так, никого вообще практически. Сзади только одна машинка.
Аркадак, Балашов. Солнухи, подсолнухи. В августе они желтые, сейчас еще. Только стебель у них зеленый. В августе это красивее. Красное знамя, привет всем. Магазинчики все закрыты еще. Снова ферма какая-то. Там памятник, видимо, трактору стоит, бульдозеру. Блин, пусть будет хлебодарным. Вот это переездики тут. Качество, конечно. Ужас. Смотри, все в решетке, главное. Ах, ах. Как на коне ему через поле, блин. Жестко. Вот горные, привет всем. Так, Аркадак. Балашов прямо. ГАЗ 2470 также здесь. Еще этот выезд транзитного транспортного Аркадак запрещен. Фиест. Собачка. Ё-моё. Дорога, в общем-то, хорошая идет, асфальт нормальный, даже мосты стали более-менее хорошие. Также пустынно на дороге. Время у нас из 15:08 местного. Так, налево соцземледение, направо Балашов. Балашов. Мы идем направо. Там ремонт дороги какой-то будет у нас по ходу дела. Так, мы на главную. Заезжаем в Аркадак. Единственная наша сила Медведь. Это типа герб единой силы. Ой, Единой России. Партии. Такое название интересно. Аркадак. О, кто-то проснулся в рации. А, он на Пензу едет. Нормально, что он там Сердобский район потрясется, а после Сердобска уже здесь на Пензу, там нормально. Да-да-да, подтверждаем, проехали там, да-да-да. Продукты открылись, магазинчики стали открываться. Так, до кругового нам какого-то перекрестка 51 километр. Балашов, не Балашов, не знаю. Там остановимся. Ну, хотя, с другой стороны, я, ребят, сейчас посмотрел, как через Елань ехать. То есть, если от Балашова через Елань ехать, там участок какой-то неровной дороги будет. И добавляется... Блин, сколько там добавляется? Я же смотрел, забыл. Ну ладно, подъедем, по факту посмотрим. Короче, там дольше получается. А через М4, если ехать 19 часов, через Елань 21 час. Блин, ну 2 часа разница. Вроде как бы и не сильно критично, но с другой стороны, блин, а что там делать? По деревням мы уже покатались. Надо ролик, кстати, стекло протирать, да? На М4 все равно мы, короче, сегодня не успеем, скорее всего, приехать в Голубицкое. Придется нам заночевать на М4. Но это проще, чем мы там где-то в деревнях будем искать, где ночевать. Вот исходя из какой логики. Так, вот расстояние. Малиновка. Ага, Балашов 49. Ну да, круговой это как раз Балашов. Ольшанка.
Привет всем отсюда. Река Ольшанка. Как приятно все-таки ехать по ровной дороге. Мы вчера с тобой так напрыгались, да? По плохой дороге, что прям захотелось нам на трассу М4 там выехать туда-сюда. Такие же мысли, они не просто так появляются. Не от хорошей дороги. Тут смотрю фермы. Ага. Тут аж 20 км в час ограничения. Ну нафиг, ребята. Писать выходить туда. В Краснодарском крае. В лесок. Блин, там такой ветер дубачный. 10 градусов. Я пожалел обо всем. Это вообще жесть какая-то. Холодно с утра. Ох, красиво как. Давай, солнышко уже появляется. Из Малиновки всем привет. О, сейчас такой кайф, когда это теплый воздух идет в ноги. Так, что у нас ограничение? 60. Овраг малиновый, да? Интересно. Продукты. Киосочек. Давайте, тучки, расходитесь. Облачки тоже. Солнышко захотелось. Направили меня по правилам у них в Краснодарскую край. Саратовская область, да? Да. Холодно. Всем привет из Большого Мелика. Вон собачка, смотри, автобус ждет. Пасека такой сидит, ждет. Так, заправонька какая-то. Сейчас посмотрим, что за фирма. По-моему, то же самое все здесь. Одна фирма. Ну, помимо Лукойла. Я даже не пойму, что это. Ну, короче, 92, 46, 90, 95, 50, 35. Калина Ойл. Вон как. Нормально. Всем привет из Хоперска. Вот так, там даже многоквартирные домики есть. Так, Балашов. Всем привет из него. Сейчас мы тут где-нибудь остановимся. И проверю я. Все-таки как через Илань там какое количество времени больше. И больше ли, да? Может сейчас за это время что-нибудь изменилось, какие-нибудь пробки на М4 появились и так далее. Вот здесь становимся сейчас. Все, едем через М4. Посмотрели. 14,5 часов получается через М4, через Богучар ехать. 1080 километров. Если ехать через Илань, 1200 с лишним километров, 17 часов. То есть там почти, 2,5 часов больше. Короче, это нам что-то как-то не очень. Хоть и сегодня мы все равно не успеем. Вот смотри, арбузики. Красиво, да. Так, нам налево. Но все равно мы хотим хотя бы утром завтра приехать побыстрее. И там он показывает через Илань неровную дорогу. Так что вот этот маршрут будет самый сейчас, как бы оптимизированный. Получается, да. На Борисоглебск и на Богучар и на М4. Там уже, кстати, бесплатные дороги. А потом после Ростова мы поедем не по М4, как один из подписчиков мне скидывал. Ну, собственно, как мы тогда с Крыма возвращались с той же дорогой, где там был потоп. Дожди на большой. В объезд. О, Лада. Ляда. А где машинки? А, нет машинок. Из Балашова. А так нам до Голубицкого получается через М4, если 1080 километров.
якобы в 11:30 будем, но мы, скорее всего, на М4 где-нибудь там на какой-нибудь стояночке раньше заночуем. Чтобы по темноте не ездить, а лучше до 3 часов поспим, до 4, до 3, то есть когда будет светать, и спокойненько поедем. Сейчас смысл там, да, торопиться сейчас как-то ничего, все равно не успеем. Что там ночью делать? Ничего. Нашей нынешней поездкой меня очень радует то, что много дорог строится, много других каких-то объектов строится, много фирм появилось. Мы же раньше здесь, здесь, да, уже ездили. Вот где плохая дорога была, там-то мы не ездили. Ну, в общем, все равно все развивается. Нам бы хотелось, конечно, более быстрыми темпами, но все равно, как говорится, прогресс есть, и лишь бы он не затух. Узелочек мы сейчас должны изобразить. Интересный, вытянутый. Я даже что-то не представляю, как уехать на мост, там где-то развернуться, что ли. И уйти вот на этот мост. Слушайте, наверное. Насчет обратной дороги, если мы все-таки на Кавказ не поедем, сейчас говорят, там дожди, в Домбай там или куда-то, к Эльбрусу, то поедем через Котельниково-Сальск. Многие из зрителей писали и хотят узнать, как там дорога. Про Пугачев нам все ясно, нам уже написали. Мне написал из города мужчина, ездил на такой же Весте, как у меня, беленькая, недавно проезжал, говорит, там лучше не ездить. Если это владелец Весты говорит, то значит реально лучше не ездить. Потому что у Весты терпимая подвеска, но все равно. Да, говорит, строится дорога, ремонтируется, но, говорит, еще пока лучше не суваться. Он говорит, ему не понравилось. Так, вот здесь мы должны развернуться. Указатель такой интересный. Мы на Воронеж поехали. Да. Курск, Воронеж. Очень сильный боковой ветер, западный. Прям сносит, даже по машине чувствуешь. Особенно едешь, когда сбоку деревья, раз поляна, тебе бум, удар прям такой. Западный, главное. Он холодненький такой ветер-то. Старый хопер. Как старый бобер, хочется сказать. Старый хопер. Привет всем отсюда. Крест. Так интересно, это лесов-то тут толком нету, да? Все ветрено, наверное. Не знаю, ребят, кто местный, пишите, часто у вас ветране? Кафе, мотель, кемпинг, стоянка. О, видишь как. Сколько всего. Опять та же самая заправочка. Калина Ойл. Бензин по такой же цене. Ничего пока не изменилось. Заброшенное здание. Монтаж направо. Дальнобойщики останавливаются. Вкусно поди. Русский аппетит. И еще какая-то кафешка там. Не вижу пока. Кафе-магазин. Ехали в Воронежскую область. Всем привет. Давай, погода меняйся. Надоело уже. В Воронежской области. Блин, а тут было жарко вообще, нет? Вот тоже. Мне говорили на работе, что тут есть клубника. Уже, не знаю. Судили-то, наверное, по прошлым годам. Предложил повернуть на Байчурова. Вместо Борисоглебска. Якобы на 11 минут быстрее. Но мы не стали поворачивать, потому что посмотрели, там вроде дорога хуже. И в последнее время предложение как-то не очень. Мы решили, поедем как вот поехали. 10 минут нам не критичны. По крайней мере, здесь дорога хорошая. Приехали в Борисоглебский район. Приезжаем 3 Ки, привет всем. Куры еще спят. Подожди, я не понял.
Я думал, Бубари начинается 20 километров. Стояночка, аптека, шашлык-машлык. Собственно, кафе, елки-палки. Борисоглебск 25, Анна 150, Воронеж 257. Такое название Анна. А мы небо догнали. Сейчас, надеюсь, будет теплеть. А то всего-то 11 градусов, непорядок. 10 километров до Борисоглебска дорога стала раздельная по две полосы. Раздельная дорога километров 5 длилась. Сейчас закончилась. Борисоглебск, привет. Мы, по-моему, в 18-м году или когда тут были, я уж не помню. А? Да я уж не помню. Роснефть, заправка. Что там, 95-й, 52, 15, 92-й, 47, 80. Комбайн можно купить, вон, если надо. Силосный или какой-нибудь. Сельмаш. Газпром. Но это просто Газпром, это не Газпром нефть. Две разные заправки. Это что такое? В общем, тут инфраструктуры всякой много. Магазинчики с запчастями, столовки, гостиницы и так далее. Да не надо быстрее. Ляда? Опять ляда. Так, мы смотрим рынок какой-нибудь, чтобы был. Я, правда, не знаю, сетевые магазины заводят клубнику и черешню местную или нет. Мотели, автомойки, строительная база. Заправка есть. В общем, как навигатор ведет, он как раз через все это ведет. Поворачиваем где-то здесь. Вот здесь нам. Ты молодец такая, где-то здесь. Сторона как-то настроила. Развернемся. Так, или что, если здесь проехать можно? Местный сельхозрынок найти и заехать в него. Посмотреть, может там найдем клубнику, черешню. Хоть пощелкать по пути. Через 200 метров поверните направо на Советскую улицу. Хорошо. Через 300 метров. Справа будет? Да. Через 300 метров поверните направо во двор. Ну, тебе громко. Через 300 метров поверните. Давай посмотрим черешню. Да, клубнику. Клубника 200, 300, черешня 350 вам. Мы сейчас ищем, может где-то подешевле будет. Нет, за 200 рублей домашний. И краснодарская возьмем сейчас. Сравнить абрикосы. Вот эта краснодарская клубника 250. Про черешню говорят, одна где у женщин, говорит, четверг был, другие говорят, из-за холода, типа нету черешни 250. Типа. А, нет, 300 и 400, да, там азербайджанская и еще какая-то. Так, черешню, короче, за 400 рублей берем, попробовали. Вкусная. Краснодарская. Дорого, конечно, как у нас в магазинах, но да ладно. Она почему-то слаще, чем у нас. Будем клубнику пробовать. Черешню. Сейчас объедаться. Положила на это пол, да, его? На пол, да. Кефир купили. Все, выезжаем, короче. Выезжаем отсюда, из Борисоглебска. Моем все. И обедаем. Клубникой с кефиром. Ну, черешню будем трескать, как семечки потом. Все.
Все, сегодня утро удалось. Нет, ну, она будет удачно, когда уже сидим, кажется. Наверное. Нет, хотя пока едим. Все, едем. Река Ворона. Выехали мы из Борисоглебска. А где она, Ворона-то? Ты ее видишь? А, вон она. Она маленькая. Нет, это круто вообще. А, вот она. Борисоглебск. Собираемся на мост. Мост на Волгоград, получается. Съезд, поверните направо. Ух ты, бля. Заездик-то не очень был. Ух ты. Как опасненько. Для колеса. Он фуру с пробитым колесом стоит. Все, ищем место, где все отмыть можно. Да, черешенку, по-моему. Но клубнику я сейчас попробую не мытую. Мы же перепутаем ее. Или что, отдельно? Как? Отдельно тоже. А там, у тебя еще одна кастрюлька есть? Да. Отлично. Блин, не умещается. Дегустатор Дэн. Кстати, это не моя же любимая ягода, но я попробую. Запах-то офигенский. Давай беру. Не самую большую. Вот это что, домашняя? Да. Что? Сладенькая. Вот это краснодарская. Ну, примерно такую же беру. Они разные. Да? Разные вкусы. Краснодарская вкуснее. По мне так. Сейчас ее сюда же сделаем. Она сочнее. Боже. Хотя она вроде и покислее. Не знаю, ну вот мне вот это больше понравилось. Да, сейчас вот. Что это осуществить? Какой у тебя? С кефирчиком. Да давай это, Тянешься? краснодарскую. Так, вот это Краснодар. Да. Ох, какая жирненькая, спасибо. Вот это самый большой. Какая она сочная. По мне так домашняя вкуснее. Да. Да? Мне кажется, это от каждой ягодки зависит. Она может быть разным вкусом. Блин, слушай, кофе с кефиром. Я никогда, кстати, так не пробовал. Дай мне домашнюю. Попробуй с кефирдос. Ребят, мост тут разный, конечно, да? Экспериментируем чуть-чуть. Я не знаю. Теперь мне одинаковым у них вкусом. У Краснодарской другой вкус. Вкусно, вкусно. Все, мы сейчас покушаем, поедем. Так вот устроились. Она, конечно, вкусная, вот эта клубника. Но я скажу, что Виктория в саду, по мне, так слаще и вкуснее, которая растет у нас на Урале. Ну, сами когда выращиваете. А это клубника, да, считается? Виктория. Клубника. Клубника. Ну вот, а мы Викторию, да, выращиваем. Виктория, она Да. как бы слаще. Но мы объединимся в том, что кефир. Ой, вот эти. Чучело. Чучело, но животных. Не надо там останавливаться, вдруг он маньяк, этот мужик явно. Потом сами в чучело превратимся. Ничего себе тут, смотрите, масштабненький какой ремонт. Это Москва, Волгоград, я так понимаю, трасса. Тормозим. Главное резко не тормозить, чтобы черешня там не улетела. Тут светофор, ничего ж нету? Нету. Слабоватники оказались. Либо 2 килограмма клубники, это не просто так съесть. Уже охаем, вздыхаем, наелись. Ну и кефир еще, конечно. Ну вот черешню могут резать вообще не останавливать. Наверное. Хотя, не знаю. Проверь. Пускай 2 полосы, но
Есть стоянки, кстати, уже, по-моему, третью стоянку мы встречаем. Таких прям хорошие стояночки. Между ними, между дорогой и стояночкой обжиточек, то есть сюда никто не прилетит, если ты будешь там стоять, спать или еще что-то. Паровозик такой. Поворинский муниципальный район. Сейчас направо будем уходить. Поворачиваем на Новохоперск. Среднесуточная норма это 300-500 грамм в день клубники. Ну вот нам пополам по пакету. Ну а в чем польза, в чем вред? Это про клубнику Ралина сейчас поведает. В клубнике большое количество пищевых волокон, которые не усваиваются в тонком кишечнике, что положительно влияет на пищеварительные процессы. Также клубника – это природный афродизиак, а маленькие светлые семена на ягоде содержат биологически активный цинк, который оказывает положительное влияние на половые гормоны. Ёперный театр. Вот эта ягодка опять. Клубника содержит антиоксиданты, которые влияют на нервную систему и служат нам для профилактики болезней, появляющихся у человека в старости. А исследователи в Гарварде обнаружили, что антиоксиданты клубники помогают снизить высокое давление, защищают от атеросклероза и снижают риск сердечных приступов на 30%. И нужно помнить, что ягоды содержат калий и магний, которые поддерживают здоровое состояние сосудов. С возрастом в организме происходит дегенерация мышц, также снижается подвижность и увеличивается ломкость суставов. Марганец и антиоксиданты, которые содержатся в клубнике, помогают при профилактике этих заболеваний и оказывают противовоспалительное свойство. У нас круглый год на Урале их не поешь. Полезные вещества клубники за счет большого количества в ней калия и определенных флавоноидов способствуют профилактике множества глазных болезней. Ну и, конечно же, витамин С. А ты сегодня таблетки выпила уже, Да. витамин С, так что нормально. В клубнике аскорбиновой кислоты больше, чем в лимоне. А витамин С – один из самых важных элементов во многих процессах и системах организма. А вред есть там? В чем вред клубники? Клубника – сильный аллерген. Поэтому тем, у кого имеется предрасположенность к различным аллергиям, следует с осторожностью принимать в пищу эту ягоду. И при появлении покраснения, ну там... Ну, это понятно. Больше ничего, что ли? Также клубника обладает желчегонным эффектом и при наличии крупных камней в желчном пузыре может приводить к нежелательным последствиям для организма. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта нужно быть особо осторожными, так как наличие фруктовых кислот может привести к обострению имеющихся заболеваний. Клубника при похудении. Независимо от вашей диеты, а также занятий спортом, употребляйте клубнику в сезон. Ее плоды содержат мало калорий, а значит похудение с ее помощью будет проходить быстрее и вкуснее. Она поможет заменить вам вредные сладости, поднимет настроение и насытит организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Вот так вот. Сейчас вот это все съешь, полгодика, сахар не кушаешь. Вред вот только насчет... Короче, в них углеводы есть, но в фруктах углеводы, они не вызывают повышения инсулина, что самое вредное у нас. Вот сладкое, которое мы едим, сразу же повышение инсулина вызывает. Поэтому, например, вот если сейчас есть шоколадку, то я спать захочу, когда инсулин у меня опустится, да, после поднятия из-за шоколадки. А фрукты, они не вызывают это. Но с другой стороны, фруктоза, сахароза, в них фруктоза вот эта, она тоже в больших количествах-то не полезна. Это как вот в Америке-то у них проблема началась. Они соки начали пить, думали, все это полезно, световыжатые. А потом начали диабетом болеть и толстеть. Вот так вот. Минутка, ребята, была. Вернее, 4 минутки здоровья. Все, мы дальше кушать. Вы, кстати, пишите, что тоже знаете о клубнике, Виктории. Вот интересно. Из Октябрьского всем привет. Из Октябрьское. Вот, правильно. Октябрьского. У нас распогаживается. Такое слово дурацкое, распогаживается. Как будто гадости какие-то размножаются. Короче, погода улучшается. Плюс 16 градусов уже. Смотри, какое кафе, Мишки. Смотри, какие классные. Стоят. Церковь с черными куполами. Впервые такое вижу.
Видел золотые, видел голубые. Ты на меня, что ли, смотришь? Голос знакомый. Ну ладно. Все-таки, я думаю, надо в следующий раз еще посмотреть, если мы увидим именно рынок Бабушкин. Ну, где бабушкина лавочка. Хотя и тут бабушки вроде как были. А тут у них сговор, не конкуренция. Не торговались особо. Ну, просто проверить. Смотри, калмычок, а что тут такое интересное? Внизу. Беседочка, да? Набирают. Понял. Ну, у нас воды еще предостаточно. Поэтому едем дальше. Октябрьская дорога в принципе нормальная, только иногда бывают какие-то не стыки, а как бугры. И прям в машине все подскакивает. Но не часто. Как будто дорога спучилась чуть-чуть. Оп. Пункт Озерный. Всем привет отсюда. Тоже камера есть. Черешенька, короче, очень сладкая, сочная. Отличается от того, что мы у нас там покупали. Такая, какая-то безвкусная была. Тут вкуснее, но мы не знаем. Нам сказали краснодарская, а по факту фиг поймешь, они же могут специально сказать, чтобы купили, поэтому в Краснодаре еще посмотрим. В Краснодарском крае. Коридор из деревьев, таких наклоняющихся над дорогой прям. Тут обнимают ее. Новохоперск. Всем привет отсюда.